Теперь у меня ноги, отечности на ногах нет. Я, в принципе, прощался с жизнью. И заставляю себя дышать. И ложусь спать, думаю, а вот кто будет ночью заставлять меня дышать? Я перестану дышать и помру. Я за это время ни разу не принимал лекарства от одышки. То есть у меня одышки не было. Ну, это уже радость, правильно? Вот я поделился этой радостью. Не ради рекламы. Я пишу не ради рекламы. Подумай кто-то, и ты получишь удовольствие. И кому-то тоже еще подскажешь, может быть. Мгм. Ну, не мыслимо просто. Ну, ладно, было у меня 30 лет, 40, там мне бы вывих справили. Да, это ладно. А тут мне 83 года, и у меня такой букет, и я его в одночасье от него избавился. Ну, что я могу сказать? Конечно, браво, ребят. Вот у меня я отметил 6 пунктов, которые, значит, мне, значит, понравились. То есть, которые произвели на меня какое-то впечатление и действие оказали. Вот. Первое, значит, насчет астмы, одышка. А после первого приема одышка у меня пропала сразу, после первого приема. Вот. Были сильные морозы. Вот. И я никуда, конечно, не выходил, я лежал дома, на кровати, я смотрел телевизор, компьютер, все. Но я не выходил из дома. Я не выходил из дома, наверное, почти, на дней 5-6 не выходил. Я за это время ни разу не принимал лекарства от одышки. То есть у меня одышки не было. У меня есть небулайзер, туда я заправляю или астматин, или еще другое есть лекарство, я им дышу. Обычно 3 раза в день дышал. 2-3 раза в день. Мгм. А когда выпил первую же таблетку, первую капсулу, перестал я этим дышать. Вот неделю целую почти не дышал этим. Николай Егорович, позвольте спросить, а сколько вот у вас мучила лет эта одышка? Эта одышка меня мучает, я скажу вам, 3 года только. Я только начал, я молодой в этом деле больный этот. Вот. У меня это вообще-то родовое. Но было и у матери, у отца, у сестер было. Но вот я дожил до 80 лет, у меня ничего не было. 80 лет у меня, в 79 умерла жена. И так мне и сказали, на нервной почве. Я, конечно, соответственно, у меня открылась астма, она потихоньку забирала. Я перестал работать, что самое, конечно, страшное в жизни бывает, это перестать то, что ты всю жизнь любил, работать я любил. Вот, у меня одышка началась, я перестал, и со временем она так потихоньку все ухудшается, и дошло до того, что я вообще-то 50 шагов уже по улице пройти не мог. Ношу всегда с собой вот эти в кармане 2 штуки. Иду по улице, у меня уже случались случаи, когда у меня на улице был приступ, я шел по Москве. И хорошо, но я успел, вздохнул. А то бы я, конечно, дома у меня случалось, когда Валера меня откачал, тоже у меня случались такие вещи. Вот. А после первого же приема у меня перестало. Но потом, значит, немножко снег спал, мне нужно было кое-что сделать. У меня машина. Вот. И я подумал, пойду-ка я машину надо снег очистить, завести ее, а то не заведешь. Пошел очищать машину, вот тут я думаю, что мне все-таки я иду работать. Вот тут я первый раз подышал этим с небулайзером своим. Вот. Из машины шел, я от машины поработал там. Конечно, я задохся уже. Все, я пришел, задохся, ничего, дня 2 еще прошло, и опять ничего не дышал, здесь его не брал. Только пил по одной таблетке. Я только дважды пил по 2 таблетки. По одной пил таблетки. Потом мне, значит, второй раз
И третий раз, 3 раза я ходил к машине, 3 раза я вот этим дышал. И, в общем, ну, отлично просто. Я забыл, что я больной, но это тогда, когда я не двигаюсь. Как начинаю двигаться, болезнь о себе начинает не говорить. И вот тут недавно совершенно 3 дня надо было так мне съездить в несколько мест, вот тут посетить то-то, то-то, машину мы было, вообще снегу завалило много. И я задыхался здорово, я даже стал задыхаться уже ночью, перестал двигаться, ну, настолько я нагрузку большую за день перенес, претерпел. И вот я даже ночью вставал ночью, у меня ночью были одышки раньше, а тут только одышка часов в 12 началась, вот после сильной нагрузки. Так что я могу сказать? Ну, и то хорошо, а то я ложился спать и не знал, проснулся я или нет. Я, в принципе, прощался с жизнью. Ну, я заставлял себя дышать. Вот мы живем, ведь я не знаю, что у меня есть сердце, не знаю, что легкие есть какие-то там что-то. Я живу, я ни о чем не вспоминаю. Не знаю, что я дышу, что у меня сердце бьется, там что-то еще работает. А тут, когда дышка, то я силой дышу, я там выдыхаю, я вдыхаю, то есть я уже заставляю себя дышать. И ложусь спать, думаю, а вот кто будет ночью заставлять меня дышать? Я перестану дышать и помру. Вот. Вот так. Ну, в общем, пока не двигаешься, лекарство это ваше снадобье, мне очень помогло. Ну, то есть помогло, я забыл о болезни, когда я не двигаюсь. А вот даже из комнаты в комнату несколько раз хожу, там, если не нагибаюсь, если ничего там не делаю, а стану вот одеваться, нагибаюсь, ботинки одеть, там это все, уже немножко задыхаюсь чуть-чуть. А в принципе, если не двигаться, все, я забыл о болезни. Вот. Ну, такие дела. Ну, что еще? Конечно, это лекарство, оно вредное, сердечное, оно на сердце действует. Оно в больнице его дают 3 раза в сутки в течение 10 дней, самый большой 2 недели. После этого 1,5 месяца перерыв. То есть я пил, пока вот не было вашего этого снадобья, я принимал его 3 раза в день, как в больнице. Ну, и даже думал, что же мне, как же я прекращу-то. А теперь вот я прекратил. Если не выходить на улицу, ничего не делать, то это благодать. Жизнь вообще-то наладилась хорошая. Вот я смотрю телевизор, я встаю дома, из комнаты в комнату хожу, жить можно. Понимаете? Все, то есть у меня уже началась другая сейчас стадия. То я раньше так думал, как бы еще завтра проснуться, а то сейчас думаю, что как бы мне завтра там пойти слабатое, откидать снег. Вот там уже думаю о другом. Ну вот это с астмой вот так вот. Конечно, это, как это можно, астма, ведь она такая болезнь, разве можно чем-то вылечить, кажется мне. Потом, нет, я и то я рад, одного доволен, рад. Теперь, у меня была в связи с тем, что у меня эти мысли, да, что проснусь, я не проснусь, у меня была сильнейшая депрессия. Я обращался к врачам, говорил, что мне выписали там сон я потерял. Я спал так, ложусь в 10, смотрю телевизор до 2, до 3, бокс там и все. И в 3 часа только усну, а 4:30 уже просыпаюсь. Потом днем хожу, лягу спать часа там в 12. Час-полтора поспал, опять просыпаюсь. Я хожу дома весь день. Больше часа я не спал. Сейчас я ложусь, во сколько я там в 10 ложусь. Если что там плохая передача, я телевизор выключаю, и я засыпаю, как сон у меня появился. И кажется, мне я пил пустырник, по 2 таблетки, по 3 уже пил, мне не помогает. Вот, я этот корвалол уже в пьяницу превратился. 80
Там говорят, что надо столько, сколько тебе лет, столько надо этих капель. Ну, 80 капель накапает полпузырька. Я уже закушал его. Думаю, нет, вообще не помогал. Он не помогает на самом деле. Он на 5 минут и потом просыпаешься. То есть я стал спать. Это великое дело. Ну, как вот все время ходил, мне хотелось спать. То есть это не чувствую. Да вообще вот человек так устроен. Хорошо, все, весь ходи в шоколаде, в золоте, а если у тебя в ботинке там кнопка лежит, то вся жизнь у тебя превращается в кошмар, Да, правильно? да. Мы от всего страдаем. Вот у меня сон плохой, я думаю, какой я несчастный. Не могу уснуть, да? Теперь я сплю. Это же благодать. Это же Конечно. благодать, правда? Благодать, я просто благодарен. Да и депрессии у меня нет. У меня, конечно, много всяких в жизни. Я видел гадостей, да? Вот. Сам их не делал, а старался не делать, по-моему, и не делал. И все это у меня, депрессия, она же будет каждую минуту. Не дает, я уже чего-то не думаю. Стихи пишу, загадки пишу. Вот написал про синтезит железа. Если мне всех читали, Да, да, я читал. Мне ссылку Ваня давал. там есть оно, да? Ага, Я еще куплет подписал один. хорошо. Вот. Ну, то есть я написал от души, я понял, что это не ради того, чтобы вам в угоду рекламировать. Я рекламу ненавижу. Мне рекламу, я скажу, что прочитав это стихотворение, и если кто-то задумается, если уже звонят мне и говорят, на самом деле, да, человека осчастливить хотя бы одного, понимаете? Не то, чтобы там кто-то заработал на этой рекламе. Нет, я рекламу, которую навязывают, это гадость. Это у нас рекламировали в Мавроде, а миллионы погибли, да? И там все эта реклама, это гадость. Хорошие вещи никто не рекламирует, их и так покупают. Я просто пишу совет людям, кто хочет вот так же счастливо уж пожить последние дни, да, и последние наши годы, что мы живем, да, неизвестно, сколько нам осталось. И я мучился, то не спал, то депрессия, то дышал. А сейчас это уже радость, правильно? Вот я поделился этой радостью, не ради рекламы, я ей пишу, не ради рекламы. Подумай кто-то, и ты получишь удовольствие. И кому-то тоже еще подскажешь, может быть. Вот ради этого, потому что, как поделиться счастьем, которое у тебя в избытке. И у меня в избытке оно, на самом деле. Я просто восхищен. Но я не знаю, что помогло. Наверное, может быть, словам говорит, что я послушал по компьютеру, послушал профессора, который об этом говорил. Валер мне об этом говорит. Может, я слов? Может быть, ведь бывает такое, что люди говорят, и от слов действует на людей. Может, это подействовало, но нет. Вот выпил только, и сразу у меня началось с первого. Ну и сейчас я вторую партию пропью, наверное, и вот я из всех разговоров, с этого разговора профессора, который сказал там, имейте в виду, он только с этого начал лекцию свою, о том, что первые слова его, яд, даже яд у нас в малом количестве полезный лекарство является. И даже любое самое безобидное продукт в избытке является ядом. Поэтому вот я сейчас буду говорить вам о синтезите. Имейте в виду, конечно, что он всем вам поможет. Но имейте в виду, что в большом количестве тоже вы не увлекайтесь. Особенно, если оно помогает, надо принимать. Если там, то есть как-то будьте осторожны совсем. Может быть, имейте в виду любой, и про синтезит, наверное, то же самое. Хотя мы проверяли, и никаких плохих отзывов то есть от переизбытка его нет показаний, что там столько-то может, столько нельзя. Но тем не менее, все-таки не будьте вы фанатами. Да, он так сказал, что. И правильно сказал человек, да? Я не то, что я боюсь, а я просто уверился больше в этом лекарстве, что если так говорят о нем откровенно, мало ли что, кому-то можем пить целый
целый год, а кому-то нельзя, да. Так вот я уже был, мне лекарства пропил, у меня отнялись ноги, все почернели. Я какой-то варфарин, что ли, пил, какой-то лекарство, не знаю, разжижение крови. Так и это думаю, ну ладно, это не в этом деле. Теперь у меня болели, у меня, как я пришел с армии, устроился на завод Хруничева, мы делали только вертолеты, начали клепать. Хороший, все, я устроился клепальщиком. Слышали, что такое, да? То Мгм. есть отбойный молоток берешь в руки, подержкой бьешь. Клепали эти вертолеты. Я там поработал всего год. Вот, и у меня начались боли по ночам, такие боли руки, а вот левая эта рука, которая подержку держит. Потому что подержка имеет, допустим, весит килограмм, там, от 2 килограмм, от 500 грамм, такие подержки разные. А молоток-то весит килограмм 5. Не 5, а килограмма 2,5, вот так вот. Поэтому, когда бьет, то в основном вибрирует больше та рука, которая держит, малый вес держит, правильно? Поэтому у меня вот левая рука до сих пор болит. И по ночам она у меня болит, я вот есть мазь, и этот кетанол там и прочее, я им мажу, по 2-3 раза мажу иногда за ночь. И началось еще как по диагонали левая рука и правая нога начала болеть. А это почему? Потому что, ну я понял, болезнь такая же, тоже такая. Что это болезнь? Виброболезнь. Это вот как будто отсидел руку. Вот я. Такая иголками она вся колет, так когда сидишь руку, ну вот такая боль, но она невыносима и спать невозможно. Вставал по ночам, я несколько раз мазал. Вот только начал принимать, раза 3-4 принял этих капсул, у меня боли прошли. Я не стал мазать, по ночам вставать не стал. И нога стала болеть точно такой же болью. Ну, я понял, почему. Я с детства мотоциклист и автомобилист. Правая рука, нога, это как раз там на газе, она все время вибрирует. Да, наверное, я думаю, может, от этого она тоже стала болеть. Вот. И я за все время только один раз мазал мазью. Один Мгм. раз, когда у меня рака. Так я перестал. Она потихонечку болит, не полностью прошла, но терпимо. То есть я уже вот от этой болезни почти избавился, от болезни рук. Это на самом деле. Вот, мазь я держу, эти я тоже держу. В каждом кармане у меня есть, в машине есть. Ложусь спать рядом, кладу 2 штуки, 2 кладу, потому что, не дай бог, одна откажет, все. Тогда и от смерти одна. На Да-да-да. всякий случай не надо 3 класть, да, даже не 2, а 3. Ну, 2 пока кладу. Вот. Ну, вот руки у меня, значит, вот уже, значит, астма-то мне полегче стало. Не говорю, что я вылечился, чуть там хвалиться. Я пока не вылечился. Я не знаю, вылечусь или нет. Но, тем не менее же, я благодарен, что мне легче стало. Благодарен. Депрессия у меня. Я ее вспоминаю только иногда, какая она была. Но сейчас так подумать, люди, ну что-то, жизнь такая, что все надо. Ладно, переведешь, все получишь. И хорошее же было. А теперь вот я написал депрессия. Но эта депрессия у меня осталась только когда я сама это. А так я о ней забыл. Почему, не знаю. Что это делал? Сон, депрессия, болезнь рук и ног. Вот, значит, у меня простатит. Но с простатитом я от него избавился немножко. Так, подлечил, не избавиться от него нельзя, конечно. Но я подлечил. А подлечил я его этим Аполлон Союз. Есть такой прибор, вы, может, слышали? Мгм. Вот им, да? Ну, то есть у меня были рези. Я вставал ночью по 5-6 раз. В туалет вставал. При мочеиспускании рези были, да? Все это было, потом у них стало потише. Но когда вот я перед тем, как ваше лекарство взять, ваш препарат, да, у меня все-таки это, ну, оставалось. Боли оставались, рези. Вот. Ну, остаточно. Не так уж сильно, но остаточно. Я уже его почти подлечил. Но сейчас пью, я же прям вижу, что пью у меня вот, все хорошо, нормальненько.
То есть я не излечил, но у меня потише все стало. Потише, никакой резких болей нет. Я ночью опять не встаю, сплю. Вот как лег, 6 часов, я сплю как это, и не встаю в туалет. Ну, не было ж Ну, такого. отлично, отлично, супер. Вот это. И чего, отечность ног. Ноги отекали. Я уже к врачу сказал, записал, звонил в скорую. Они говорят, ну ты сходи к врачу, если что, мы приедем, тебя, может, в больницу надо. Ну, отекают ноги. Я спортивный человек, всю жизнь был, никогда такого не было, тут стыдоба. Ноги как тумбы отекли. Мгм. А чего? Правда, я вот как-то там, может, с горя попил пиво, раз 5, наверное, брал. Не от этого уже. Всю жизнь мы потихоньку пили пиво, ничего, а тут как-то нет пива, нет. Не знаю, у меня отечность была, и лицо-то отекло. Но я не пью ни водку, ничего, ну, несколько раз там брал. Вот. Но нет этого, конечно, нету. И теперь у меня ноги, отечности на ногах нет. Нет. Вот. Но еще, ну, у меня других вроде заболеваний пока нет. И вот, ну, то уже, ведь не то, что то уже очень много. Ну, замечательно, Я говорю, замечательно. даже одна, если у нас болезнь, то это уже человеку все, жизни нет. Мгм. А тут я сразу 6 пунктов. Вот я написал. И началось это с первого дня. Мгм. Вот. Ну и это, незаживающая ранка немножко у меня была, она тоже утекла. Ну хорошо, Николай Егорович, а чтобы зрителям было потом понятно, вы одну пачку пропили пока? Я пропил со второй только 2. Одну и вторую начал, 2 штуки пропил. Мгм. Вот после 2 я, наверное, сделаю там неделю или 2 перерыв. Наверное, надо, я так думаю, да? Я не знаю, конечно, я с вами должен советоваться. Но поручился у меня мысли, потому что то есть, вот я тоже слушаю по компьютеру, там тоже дают, спрашивают, говорят, что надо, конечно, перерыв делать, чуть-чуть, сколько-то, да? Ну, в зависимости, если срочно нужно. Ну, не важно, это вы подскажете, я не знаю, это мое пока Мгм. такое. А так, ну что я скажу? Ну, спасибо. Чего я скажу? Спасибо. Ну хорошо, Вот. хорошо. Вам спасибо, Николай Егорович. В рекламе, вот это в рекламе, она не потому что вот сколько мне от простатита, мне несколько раз по 30 тысяч вот эти присылали, вон какой-то это, вот такой, 3 этих флакона, 30 тысяч рублей. Иначе пишут, говорят, что ты иначе вот у тебя рак будет простаты, и все, срочно бери я. Ну что мне, вот у меня были деньги, ну что мне не взять? Ну или рак, или получить, или отдать 30 тысяч. Я отдал 30 тысяч. А потом посмотрели, ну это пустышка. Но я им благодарен, что хоть это не яд, не вредная вещь, да? Мгм. То есть всю гадость рекламируют. Вот это лекарство рекламировать не надо. Вот если так вот рассказать просто, все рекламируют. Мгм. Не ради рекламы. Для того я бы товарищу скажу, кто учится, чем скажу, да вы просите, да возьми, да попробуй. Что рекламируют? Ну, хороший, у меня еще отец, мудрый человек, всегда говорил, знаешь, что хорошие вещи не рекламируют. Хорошо. Не в рекламе оно, это поле, вот это лекарство нуждается, а в знании, в знании. А это я физик, вообще-то математик. Вот, и заканчивал институт, 2 в Ленинграде учился, я МИЭТ заканчивал, и здесь институт Сталина. Ребят, скажу я вам спасибо большое, да. Вот я доволен. Я доволен. И конечно, вам скажут еще тысячи, сотни тысяч людей скажут спасибо. Все впереди, потому что, конечно, я вижу будущее этого лекарства. Я понимаю. Я понимаю, потому что я немножко в микромир глядел очень много. Электроны,
и прочим. Я и технолог электронной техники, да, и технолог. То есть мы этот мир посмотрели, микромир. Вот. Ради того мы сделали полупроводники, Мгм. знаешь, и все это, не заглянув туда, микроскоп, окуляр микроскопа, не сделаешь. Так и вы. Вы сделали это сделала наука, это сделали умы вот таких вот людей, энтузиастов. Спасибо вам. Вам спасибо, Так, Николай Егорович. Вам спасибо за добрые слова. а мне спасибо. Я вам просто не надо было. Я тоже получил такого, никогда такого не было. За все, вот за свою жизнь столько много сразу от людей, от посторонних, у меня не родня, никто. И вдруг я получил сразу столько пользы для своего здоровья. В таком возрасте сразу столько получить, Мгм. немыслимо просто. Ну, ладно, было у меня 30 лет, 40, там мне бы вывих справили, да, это ладно. А тут мне 83 года, и у меня такой букет, и я его в одночасье от него избавился. Ну, что я могу сказать? Конечно, браво, ребят. Ну, благодарю. Ну, Спасибо дай бог, и большое. дальше у вас будет все поправляться, улучшаться. Желаю вам Да, дальнейших спасибо. улучшений. Я надеюсь. Надеюсь, да, как бы не было, но уже, я уже не скажу никогда, не подумаю даже, не то, что отрицательно, а никак. Я только всегда подумаю, только радостные слова благодарности. Если даже больше у меня ни на шаг не продвинется, я уже благодарен очень-очень. Спасибо, Николай Егорович, спасибо. Спасибо.